В Антарктиде под многометровым слоем льда спутниковые снимки зафиксировали идеально прямоугольный проем размером примерно 2 на 3 метра. И ученые до сих пор не могут объяснить его происхождение. Радиоуглеродный анализ породы вокруг этого проема дает возраст около 220 лет. То есть структура появилась примерно в 803-м, задолго до того, как человек вообще ступил на антарктический континент. Первая официальная экспедиция достигла берегов Антарктиды лишь в 820-м. Так кто же вырубил этот проем во льду на 20 лет раньше? Норвежский геолог Хенрик Ларсен получил снимки в феврале 2023-го от коллег из Норвежского полярного института. На фотографиях, сделанных беспилотником на высоте 40 метров, проем выглядел как вырезанный по линейке. Углы строго прямые, края гладкие, без следов естественного выветривания. Ларсен немедленно переслал материалы в 3 независимые лаборатории – в Осло, Кембридж и Токио. Все 3 дали одинаковый ответ. Порода вокруг проема обрабатывалась инструментом, а не формировалась природным путем. Первая версия, которую выдвинули официальные эксперты – британские китобои. В конце 18 века суда из Лондона и Эдинбурга действительно заходили в воды южнее 60 градуса широты. Капитан Джеймс Кук обогнул Антарктиду еще в 73-м, зафиксировав огромные популяции тюленей и китов. За следующие 30 лет промысловые суда систематически двигались все южнее, но эта версия рассыпается при первом же детальном разборе. Теоретически, кто-то из них мог высадиться на берег и соорудить укрытие в скальной породе. Проем находится в 72 километрах от ближайшей береговой линии, в глубине континента, на высоте 800 метров над уровнем моря. Добраться туда без современного снаряжения за разумное время физически невозможно. Китобои 18 века не имели ни мотивации, ни оборудования для такого маршрута. Кроме того, проем вырублен в базальте, одной из твердейших горных пород. Лаборатория Кембриджа специально искала такие следы под микроскопом. Их нет. Вторая версия принадлежит американскому историку Роберту Шоу из Принстона, специалисту по ранним полярным экспедициям. Инструменты той эпохи оставили бы характерные следы зубил и кирок. Шоу выдвинул гипотезу о секретной испанской или португальской экспедиции. В архивах Севильи действительно хранятся документы о нескольких засекреченных плаваниях конца 18 века, маршруты которых до сих пор не рассекречены полностью. Испанская корона активно исследовала южные воды, опасаясь британской экспансии, и часть отчетов об этих экспедициях до сих пор закрыта в архиве де Индиас в Севилье. Шоу запросил доступ к материалам в 23-м, и ему отказали, официально по причине реставрационных работ с документами. Третья версия, которую публично озвучил геофизик Марко Росси из Болонского университета, звучит на первый взгляд абсурдно, но опирается на конкретные данные. Росси указал на карту перерейса 1513 года, турецкого адмирала, чья карта изображает антарктическое побережье без ледяного покрова с поразительной точностью. Карта была составлена на основе более древних источников, которые сам Пири Рейс упоминал, но которые не сохранили. По расчетам Росси, последний такой период относится к примерно 10-12 тысячам лет назад. Это означает, что кто-то картографировал Антарктиду задолго до 18 века, в период, когда побережье предположительно было свободно ото льда. Проем в базальте мог быть создан в ту эпоху и просто законсервирован льдом, а радиоуглеродный анализ зафиксировал не дату создания, а дату последнего контакта породы с атмосферой, то есть момент, когда лед начал таять и обнажил конструкцию. Именно эта версия заставила историков по всему миру в буквальном смысле прекратить другие проекты. Если Росси прав, речь идет не о 220 годах, а о тысячелетиях. И тогда вопрос, кто построил, превращается в совершенно другой вопрос, в тот, ответ на который меняет все, что мы знаем об истории человеческой цивилизации. Гипотеза Росси упирается в один ключевой факт. 12 тысяч лет назад Антарктида действительно была другой. Это не теория, это задокументированная геологическая реальность. Ледяные керны, извлеченные советской станцией «Восток» еще в 80-х, показали четкую картину климатических циклов. Около 12 тысяч лет назад завершился последний ледниковый период, и средние температуры на планете резко выросли. Западная Антарктида в тот период была значительно теплее, некоторые участки побережья были свободны ото льда на протяжении нескольких тысячелетий. Шведский климатолог Эрик Хольмберг в 22-м опубликовал в журнале «Климат прошлого» анализ кернов из района хребта Элсуорт, примерно в 140 километрах от места обнаружения проема. Его данные показали. Именно этот район Антарктиды был относительно доступен для существования живых организмов в период между 12 и 8 тысячами лет назад. Среднегодовая температура в тот период была на 7-9 градусов выше современной. Не тропики, но и не смертельная зона. Параллельно в 2021 году японская экспедиция под руководством профессора Кэнзи Ватанабе обнаружила в озере Унтерзее, расположенном в антарктических оазисах, следы микробной жизни возрастом около 9 тысяч лет. Это прямое доказательство того, что биологически активные зоны на континенте существовали в постледниковый период. Если там была жизнь, там потенциально могли быть и люди. Именно здесь в дискуссию вмешался американский антрополог Джеймс Коллинз из Чикагского университета.
Коллинз специализируется на доисторических миграциях человека и в 23-м представил на конференции в Женеве следующий аргумент. Генетический анализ коренных народов огненной Земли, самой южной точки Южной Америки, показывает наличие маркеров, не встречающихся ни у одной другой популяции на планете. Эти маркеры появились примерно 10-11 тысяч лет назад. Коллинз предположил, что предки огнеземельцев могли иметь контакт с популяцией, обитавшей еще южнее, то есть на доледниковой Антарктиде. Расстояние от огненной Земли до Антарктического полуострова около 1000 километров. Для людей, умевших строить лодки и ориентироваться по звездам, это не непреодолимое препятствие. Полинезийцы в тот же исторический период пересекали Тихий океан на расстояние в несколько тысяч километров. Но самое неожиданное открытие сделала не геология и не антропология. В марте 23 года группа исследователей из Технологического института Карлсруэ применила к снимкам проема метод мультиспектрального анализа, ту же технологию, которую используют для изучения древних рукописей. На поверхности базальта внутри проема они зафиксировали регулярные насечки глубиной от 1 до 3 мм, расположенные с интервалом точно 23 см. Всего насечек насчитали 17. Случайное природное явление не создает регулярных интервалов. Это либо разметка, либо система счета, либо элемент конструкции с функциональным назначением. 23 см — это примерно длина человеческой ладони. 17 насечек с таким интервалом дают общую длину около 3 метров 90 сантиметров, в точности высоту внутреннего пространства проема по данным лазерного сканирования. Находка из Карлсруэ разлетелась по научным каналам за 48 часов. Уже через 3 дня препринт статьи набрал 80 тысяч просмотров на платформе академических публикаций. Да, для узкоспециализированного геологического материала это абсолютный рекорд. Редакция журнала «Природа» получила запросы на рецензирование от 27 независимых ученых одновременно. До такого в истории издания не было никогда. Паника в научном сообществе объясняется не самим фактом находки, а тем, что стандартные объяснения перестали работать одно за другим. Геолог Анна Бергстрём из Стокгольмского университета публично заявила, что потратила 2 недели на попытки объяснить насечки природными процессами: кристаллизацией базальта, термальным расширением, эрозией. Ни одна модель не воспроизвела регулярный интервал в 23 сантиметра. Кристаллизация базальта создает хаотичные трещины. Термальное расширение — поверхностные сколы без строгой геометрии. Эрозия в закрытом пространстве практически отсутствует. Профессор Дэниел Уорд из Массачусетского технологического института пошел дальше и задал вопрос, который до него никто не решался формулировать публично. А что находится за проемом? Лазерное сканирование показало, что проем свистит — это не просто ниша в скале. За ним начинается коридор длиной не менее 8 метров, уходящий вглубь породы под углом в 7 градусов вниз. Да? Что находится в конце коридора, неизвестно, потому что в марте 23-го сканер уперся в ледяную пробку толщиной предположительно от 3 до 5 метров. Норвежское полярное агентство немедленно подало заявку на организацию наземной экспедиции. Заявка была направлена в секретариат договора об Антарктике в Буэнос-Айресе. Ответ пришел через 12 дней, также отказ по причине недостаточного экологического обоснования. Норвежцы подали повторную заявку с полным пакетом документов. Вторичный отказ последовал через 8 дней. На этот раз со ссылкой на необходимость дополнительной координации между государствами-участниками. На момент публикации материала об этом в норвежской газете Aftenposten заявка находилась на рассмотрении уже 7 месяцев. Отказы вызвали отдельную волну вопросов. Договор об Антарктике регулирует научную деятельность на континенте и в теории должен ее поощрять, а не блокировать. Юрист Хелена Мартинес из Мадридского университета, специализирующаяся на международном праве в полярных регионах, изучила оба отказа и заявила, что формулировки не соответствуют стандартным процедурам секретариата. По ее словам, в обоих документах использованы нестандартные юридические конструкции, которые она за 20 лет практики видела от силы 2-3 раза. В октябре 23-го независимый исследователь Пауло Салгадо из Бразилии опубликовал в своем академическом блоге сравнительный анализ. Он сопоставил координаты антарктического проема с координатами нескольких других аномальных объектов, зафиксированных на спутниковых снимках континента за последние 20 лет. 3 объекта образовали правильный равносторонний треугольник со стороной около 180 километров. 4-й объект, прямоугольная структура, обнаруженная в 2012 году у побережья моря Уэдделла, лежал точно в центре этого треугольника. Вероятность случайного совпадения такой геометрии Салгадо оценил как 1 к нескольким миллионам. На следующий день после публикации блог Салгадо был недоступен в течение 6 часов. Сам он написал в социальной сети, что получил письмо от юридической фирмы с требованием удалить материал по причине нарушения авторских прав на спутниковый снимок. Через 3 дня он восстановил публикацию, заменив оригинальные снимки собственными схемами. Письмо от юридической фирмы он также опубликовал. Фирма зарегистрирована в Делавере и не имеет публичного сайта.
В январе 24-го чилийская военная база Эдуардо Фрей на острове Кинг-Джордж зафиксировала нестандартный запрос. Частный вертолет с норвежской регистрацией запросил разрешение на дозаправку. Пилот указал маршрут в сторону континента, в район координат, которые точно совпадали с местом расположения проема. Разрешение выдали. Вертолет улетел и вернулся через 5 часов 40 минут. Пилот отказался отвечать на вопросы о маршруте, сославшись на коммерческую тайну. Пассажиры, двое мужчин в гражданской одежде, прошли через базу молча и немедленно вылетели в Пунта-Арена. Через 3 недели в закрытом телеграм-канале для полярных исследователей появились фотографии. Автор не назвал себя. На снимках внутренняя часть коридора за проемом. Качество съемки низкое, освещение, налобные фонари. Но детали различимы. Стены коридора не просто гладкие. Они покрыты тем же регулярным узором насечек, что и входная поверхность. На одном снимке виден фрагмент стены, где насечки складываются в нечто похожее на схему или карту, концентрические окружности с радиальными линиями. На другом снимке угол коридора, где порода имеет явный темный налет, предположительно органического происхождения. Геохимик Лоренцо Феррари из Университета Флоренции увидел эти фотографии и немедленно прокомментировал темный налет. По его словам, подобное окрашивание базальта характерно для длительного контакта с органическими веществами, жирами, маслами или продуктами горения. Проще говоря, там что-то горело или хранилось что-то органическое. В условиях антарктического мороза органика консервируется тысячелетиями. Снимки исчезли из канала через 7 часов. Администратор канала написал, что удалил их по просьбе автора. Но к тому моменту их успели сохранить и переслать несколько сотен человек. Норвежский геолог Хенрик Ларсен, тот самый, с которого началась вся история, публично подтвердил, что снимки соответствуют данным лазерного сканирования по геометрии пространства. Размеры, углы и пропорции коридора на фотографиях совпадают с показателями сканера с точностью до 10 сантиметров. Концентрические окружности на стене вызвали отдельную дискуссию. Археолог Сесилия Рамирес из Автономного университета Мехико сравнила рисунок с петроглифами доколумбовых культур Южной Америки. Схожие концентрические узоры встречаются в наскальных рисунках культуры Чинчорро на севере Чили, древнейшей мумифицирующей культуры мира, существовавшей от 7 до 2000 лет назад. Чинчорро обитали на побережье Тихого океана примерно в 3000 километров от Антарктиды. Их символика на антарктической скале — это либо совпадение, либо свидетельство контакта между культурами, о котором история ничего не знает. Но самой невозможной деталью оказалась не символика и не органический налет. На третьем снимке, в самом конце коридора, перед ледяной пробкой, в луче фонаря виден предмет. Прямоугольный, темный, размером примерно с обувную коробку, лежащий прямо на полу у основания льда. Феррари, Рамирес и еще 4 специалиста, независимо друг от друга, написали одно и то же. Судя по форме и пропорциям, это артефакт, рукотворный объект. Что именно, сказать по фотографии невозможно. До него от входа примерно 8 метров по коридору, и он до сих пор там лежит, потому что никакой официальной экспедиции к проему так и не было разрешено. Ледяная пробка в конце коридора оказалась ключом к пониманию того, почему проем вообще стал виден в 23 году. Спутниковые данные Европейского агентства космических исследований показали, ледник в этом районе отступает со скоростью 14 метров в год, начиная с 2010-го. За 13 лет он отступил примерно на 180 метров. Проем был запечатан льдом и стал доступен для наблюдения с воздуха именно потому, что лед таял. До этого момента он был невидим, буквально законсервирован под многометровым покровом. Климатолог Ингрид Хансен из Бергенского университета наложила карту отступления ледника на топографию района и установила, при нынешней скорости таяния ледяная пробка внутри коридора полностью исчезнет через 3-4 года. То, что лежит за ней, а по данным сканирования там есть продолжение пространства, станет доступно без какого-либо бурения или механического воздействия. Природа сама вскрывает то, что было закрыто тысячелетиями. Но данные о таянии льда добавили к истории еще один неудобный факт. Георадарное зондирование, проведенное австралийской антарктической службой в 2021 году в рамках стандартного картографирования, охватывало в том числе район проема. Данные этого зондирования были опубликованы в открытом доступе. Когда в 24-м их перепроверили в контексте новых находок, обнаружилось следующее. Под поверхностью льда в радиусе 300 метров от проема георадар зафиксировал несколько аномалий. Полости неправильной формы на глубине от 8 до 20 метров. Австралийские специалисты в 21-м классифицировали их как вероятные субглициальные озера. Стандартное явление для Антарктиды. Но после переоценки 3 из 5 аномалий не соответствуют гидрологическому профилю подледниковых озер. Их форма слишком угловатая, границы слишком четкие. Глициолог Том Беккер из Утрехтского университета опубликовал переоценку этих данных в феврале 24-го. Он написал прямо: 2 аномалии из 5 с высокой вероятностью являются искусственными полостями, не природными пустотами, а намеренно созданными пространствами.
Объем каждой садяк от 300 до 800 кубических метров. Это сопоставимо с размером небольшого дома. Статья Беккера прошла рецензирование и была принята к публикации в журнале «Криосфера». За 3 дня до выхода номера редакция получила письмо от одного из рецензентов с требованием отозвать статью. Рецензент заявил, что недостаточно тщательно проверил методологию. Это нестандартная процедура. Рецензенты крайне редко отзывают одобрение после завершения процесса. Статья вышла с задержкой в 6 недель и с добавленным разделом ограничения исследования, которого в оригинальной версии не было. Беккер в интервью норвежскому изданию Forskning сказал, что раздел об ограничениях был добавлен под давлением и отказался уточнять, с чьей стороны это давление исходило. Параллельно Американское национальное управление океанических и атмосферных исследований тихо обновило базу данных спутниковых снимков Антарктиды. Снимки района проема за период с 2018 по 2021 год в обновленной базе имеют разрешение в 4 раза ниже, чем снимки соседних районов того же периода. Технического объяснения этому понижению разрешения опубликовано не было. Журналист Карен Свенсон из шведской газеты Dagens Nyheter направила официальный запрос в управление. Ответ пришел через 40 дней и содержал одну фразу. Снижение разрешения связано с плановой калибровкой сенсора. Свенсон запросила техническую документацию калибровки. Ответа не последовало. Карта Пири Рейса 1513 года хранится в библиотеке дворца Топкапы в Стамбуле. Это не копия и не репродукция. Оригинал на пергаменте из газели и кожи. Сам Пири Рейс в пояснительных надписях на карте указал, что использовал при ее составлении около 20 древних источников, включая карты времен Александра Македонского. Большинство этих источников не идентифицированы и предположительно сгорели при пожаре Александрийской библиотеки. Американский военно-морской картограф Харальд Гэллахер изучил карту Пири Рейса в 1959-м и направил официальный меморандум в командование военно-воздушных сил США. В этом документе, рассекреченном в 1982-м, Гэллахер написал следующее. Береговая линия, изображенная на карте в южной части, с высокой точностью соответствует подледному рельефу Антарктиды, то есть рельефу, который скрыт под километровым слоем льда и был установлен только в результате сейсмического зондирования 20 века. Поверхностная береговая линия с учетом ледяного покрова выглядит иначе. Тот, кто составлял исходную карту, видел Антарктиду без льда. Официальная наука объясняет это совпадение картографическими ошибками и случайным сходом. Но в 1986 году новозеландский математик Грегори МакИнтош провел компьютерный анализ проекции карты Пири Рейса и установил, что она построена на основе сферической тригонометрии с центром в Египте. Такой уровень математики в 16 веке был недоступен ни одной известной европейской школе. МакИнтош опубликовал результаты в 1992-м. Академическое сообщество встретило работу молчанием. Ни опровержений, ни подтверждений. История с замалчиванием антарктических аномалий началась не в 1923 году. В 1947-м американская военная экспедиция «Высокий прыжок» под командованием адмирала Ричарда Бёрда провела в Антарктиде 4 месяца с участием 13 кораблей, 23 самолетов и 4700 военнослужащих. Официальная цель — картографирование континента. Экспедиция вернулась на 6 месяцев раньше запланированного срока. Бёрд в интервью чилийской газете «Эль Меркурио» в феврале 1947-го сказал, что Антарктида содержит нечто, требующее постоянной бдительности со стороны США. Полные отчеты экспедиции засекречены до сих пор, 77 лет спустя. В 1958 году в рамках Международного геофизического года американская, советская и британская экспедиции одновременно работали в Антарктиде. По итогам был подписан договор об Антарктике в 1959-м. Точнее, Тюастенен, документ, который формально защищает континент от военного использования и гарантирует свободу научных исследований. Но в договоре есть статья 7, которую редко цитируют. Она дает государствам-участникам право инспектировать любую антарктическую станцию в любое время. На практике этот механизм за 65 лет использовался единицы раз и никогда в отношении районов, где фиксировались аномальные объекты. Российский историк Алексей Тихонов из Института всеобщей истории в Москве в 1924 году опубликовал монографию о советских антарктических экспедициях 50-70-х годов. В архивах он обнаружил внутренние отчеты экспедиции 1958 года, в которых упоминается объект D7 в координатах, отличающихся от координат нынешнего проема примерно на 12 километров. Описание объекта в отчете занимает 3 строки и затем обрывается пометкой «СМ приложение 4». Приложение 4 в архивном деле отсутствует. На месте страниц следы удаленных листов, остатки бумаги вдоль корешка. Тихонов направил запрос в Федеральное архивное агентство России с просьбой установить местонахождение приложения 4. Ответ пришел через 2 месяца. Документ не подлежит передаче в открытый доступ в связи с действующим режимом секретности. Режим секретности для материалов 1958 года, 66 лет спустя, означает только одно: кто-то регулярно продлевает гриф. Это не автоматический процесс. Каждые 10 лет чиновник должен подписать решение о продлении секретности.
Значит, в 2018 году кто-то сознательно решил, что материалы антарктической экспедиции 60-летней давности по-прежнему не должны стать публичными. В апреле 24 года норвежский геолог Хенрик Ларсен удалил все свои публикации об антарктическом проеме из открытого доступа. Его страница на сайте Норвежского полярного института была обновлена. Раздел «Текущие исследования» стал пустым. Коллеги, пытавшиеся связаться с ним по рабочей почте, получали автоматический ответ об отказе. Через 3 недели институт официально подтвердил, что Ларсен временно недоступен по личным обстоятельствам. Его номер телефона перестал отвечать. Академические профили на 2 международных платформах были деактивированы в ттечение 1 недели. Это не единственное на исчезновение в данной истории. Пауло Салгадо, бразильский исследователь, опубликовавший анализ геометрии объектов, в мае 24-го закрыл все свои академические аккаунты и перестал отвечать на письма. Его последняя публикация в социальной сети датирована 23 апреля. В ней он написал коротко: «Некоторые вопросы лучше не задавать вслух». После этого тишина. Геохимик Лоренцо Феррари из Флоренции не исчез, но изменил позицию радикально. В марте 24-го он опубликовал статью, в которой отозвал свой предыдущий комментарий об органическом налете на стенах коридора. Новая версия. Налет является результатом деятельности хемолитотрофных бактерий, микроорганизмов, способных существовать в экстремальных условиях без солнечного света. Такие бактерии действительно существуют и действительно оставляют темные следы на породе. Но австралийский микробиолог Сара Коннелли из университета Квинсленда указала на принципиальное противоречие. Хемолитотрофные бактерии образуют диффузные пятна неправильной формы, а на фотографиях из коридора налет покрывает поверхность равномерно и ровно до определенной высоты, примерно на 1,20 м от пола. Такое распределение характерно для контакта с жидкостью или горящим веществом, но не для бактериальной колонии. Феррари не ответил на публичный комментарий Коннелли. В сентябре 24-го стало известно, что он получил грант на исследование антарктической микробиологии от фонда, зарегистрированного на Каймановых островах. Название фонда не встречается ни в одной публичной базе данных научных грантодателей. Параллельно начали исчезать цифровые следы. Препринт статьи из Карлсруэ о насечках на базальте был удален с платформы академических публикаций в июне 24-го. Администрация платформы в ответ на запросы сослалась на запрос автора. Один из авторов, физик Клаус Вебер, написал в личной переписке с коллегой, что никакого запроса на удаление не подавал. Эта переписка была опубликована в закрытом академическом форуме и удалена оттуда через 2 суток. Снимки из телеграм-канала, показывавшие внутренность коридора, были проверены на подлинность 2 независимыми специалистами по цифровой криминалистике. Оба подтвердили, следов редактирования нет, метаданные файлов соответствуют заявленным дате и условиям съемки. Тем не менее, в мае 24-го несколько крупных научно-популярных изданий опубликовали материалы, называющие снимки очевидной фальсификации, без ссылок на какой-либо технический анализ. Источник этих утверждений во всех материалах один и тот же — анонимный эксперт по цифровой безопасности. Норвежский журналист Эрик Даль из издания Klassekampen попытался установить личность этого анонимного эксперта. Все 3 редакции, публиковавшие материалы, отказались раскрыть источник. Даль подал запросы в рамках законодательства о свободе прессы. В 2 случаях редакции сослались на защиту источника, в 3-м просто не ответили. Даль опубликовал расследование об этой цепочке анонимных опровержений в октябре 24-го. Его материал набрал 400 тысяч прочтений за первые сутки и был полностью удален из поисковой выдачи к концу недели. Статья по-прежнему существует на сайте издания, но найти ее через поисковые системы невозможно, она не индексирует. В ноябре 24-го секретариат договора об Антарктике опубликовал официальное заявление. В нем говорилось следующее. Объект, описываемый в ряде публикаций как искусственный проем в базальтовой породе, является естественной геологической формацией типа лавовая трубка, образовавшейся в результате вулканической активности в плейстоценовый период. Заявление подписали представители 7 государств-участников договора. К заявлению прилагался единственный документ – 2-страничный отчет без указания авторов, без ссылок на методологию и без данных анализов. Геолог Анна Бергстрём из Стокгольма прочитала заявление и немедленно указала на фундаментальную ошибку. Лавовые трубки образуются исключительно в базальте вулканического происхождения с определенной структурой кристаллизации. Базальт в районе проема, по данным 3 независимых лабораторий, докембрийский, возрастом около 800 миллионов лет. Такой базальт не образует лавовых трубок физически. Это все равно, что объяснять дыру в гранитной скале деятельностью земляных червей. Бергстрём опубликовала опровержение на сайте Стокгольмского университета. Через 4 дня страница перестала открываться. Технический отдел университета сообщил о плановых работах с сервером, которые продолжались 18 дней. Том Беккер из Утрехта добавил 2-й уровень опровержения. Лавовые трубки имеют характерную форму.
Округлое сечение, неровные стены, следы застывшей лавы на поверхности. Проем в Антарктиде имеет прямоугольное сечение, гладкие стены и насечки с регулярным интервалом. Эти два описания не могут относиться к одному объекту. Беккер направил это опровержение в секретариат договора с заказным письмом с уведомлением. Уведомление о получении пришло, ответа не последовало. Журналист Карен Свенсон запросила список авторов двухстраничного отчета через механизм свободы информации в 3 государствах, подписавших заявление. Норвегия ответила, что документ подготовлен межведомственной рабочей группой без указания конкретных лиц. Германия сообщила, что не располагает информацией об авторстве. Австралия не ответила вовсе. Таким образом, официальное научное объяснение одной из самых обсуждаемых антарктических аномалий за последние годы не имеет ни одного подписавшегося под ним ученого. В декабре 24-го американский сенатор Джеймс Уолш от штата Аляска направил официальный запрос в Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства и в Национальное управление океанических и атмосферных исследований с требованием предоставить все необработанные спутниковые данные по антарктическому региону за период с 2018 по 2024 год. Запрос был подан в рамках Закона о свободе информации. Оба ведомства ответили отказом, сославшись на раздел 1 параграфа 1 того же закона «Исключение для материалов, затрагивающих национальную безопасность». Антарктические ледники и геологические формации официально классифицированы как вопрос национальной безопасности Соединенных Штатов. Именно эта классификация стала самым громким фактом во всей истории. Не сам проем, не насечки, не артефакт в коридоре, а то, что правительство крупнейшей мировой державы официально и юридически признало. Информация о конкретном куске антарктической скалы представляет угрозу национальной безопасности. Для того, чтобы скала стала угрозой безопасности, она должна содержать нечто, что меняет баланс сил. Пустая лавовая трубка возрастом 800 миллионов лет национальной безопасности не угрожает. Сенатор Уолш подал апелляцию. В январе 25-го апелляционный суд Вашингтона отклонил ее без рассмотрения по существу. Судья постановил, что исполнительная ветвь власти имеет достаточные полномочия для засекречивания данных без судебного контроля в вопросах, связанных с безопасностью. Уолш публично заявил, что намерен инициировать парламентские слушания. На момент написания этого материала слушания не назначены. Ларсен не появился на публике. Салгадо молчит. Отчет без авторов лежит на сайте секретариата. Ледник продолжает таять со скоростью 14 метров в год. По расчетам Ингрид Хансен, ледяная пробка в конце коридора исчезнет в 26-м или 27-м году, и то, что лежит за ней, станет физически доступным вне зависимости от чьих-либо решений о секретности. Вопрос, с которого началась эта история, звучал просто: кто вырубил прямоугольный проем в антарктической скале за 20 лет до того, как человек официально ступил на этот континент? За 2 года расследования ответ не стал проще. Он стал значительно сложнее и значительно страшнее. Если принять радиоуглеродную датировку в 220 лет, речь идет о 803 годе. В тот момент не существовало ни одной задокументированной экспедиции, способной физически добраться до этой точки в 72 километрах от берега на высоте 800 метров. Это означает либо существование незадокументированной экспедиции с возможностями, значительно превышавшими известный технический уровень эпохи, либо то, что датировка фиксирует не создание объекта, а последний момент его контакта с атмосферой перед замерзанием. Если принять вторую интерпретацию, объект был создан до того, как лед запечатал его. Последний период, когда этот район Антарктиды был свободен от льда и пригоден для существования людей, закончился примерно 8 тысяч лет назад. 8 тысяч лет назад письменности не существовало, металлических инструментов не существовало, городов не существовало, ничего из того, что необходимо для обработки базальта с прямыми углами и регулярными насечками с интервалом 23 сантиметра официально не существовало. Именно здесь история перестает быть историей об Антарктиде и становится историей о том, что мы знаем о самих себе. Вся хронология человеческой цивилизации построена на нескольких тысячелетиях письменных источников и археологических находок. Период до 10-12 тысяч лет назад считается эпохой охотников-собирателей без сложных технологий. Но эта хронология составлена на основе того, что сохранилось. Большая часть планеты в тот период была покрыта льдом или затоплена поднявшимися морями в конце ледникового периода. Уровень мирового океана за последние 12 тысяч лет поднялся примерно на 120 метров. Все, что находилось на тогдашних береговых линиях, а именно там селились люди, сейчас лежит на дне океана. Антарктида бы единственное место на планете, где лед не поднялся, а опустился. Где то, что было скрыто, начинает обнажаться. Где у нас впервые появляется шанс увидеть то, что было до. Артефакт в конце коридора — прямоугольный предмет размером с обувную коробку, лежащий у основания тающей ледяной пробки. По расчетам Хансен станет доступен в 26-м или 27-м году без какого-либо вмешательства человека. Просто потому, что лед растает. Никакая классификация секретности не остановит глобальное потепление. Никакой отказ в выдаче разрешения не замедлит отступление ледника на 14 метров в год. Существует один финальный факт, который важнее всего
всего остального в этой истории. Вот так неожиданно открываются новые загадки истории. Если вам интересно, что еще может скрывать Антарктида, загляните на наш сайт whiteori.com. Там полно увлекательных статей и видео. Ссылка в описании, не упустите возможность. Карта Пири Рейса 1513 года изображает антарктическое побережье. Сам Пири Рейс написал на ней, что использовал источники времен Александра Македонского, IV век до нашей эры. Александр получил эти карты предположительно из Александрийской библиотеки, которая собирала документы со всего известного мира. Это означает, что знание об Антарктиде существовало в IV веке до нашей эры и было достаточно точным, чтобы через 18 столетий турецкий адмирал составил на его основе карту, которую современные спутники подтверждают как достоверную. Кто передал это знание в Александрийскую библиотеку, неизвестно. Откуда оно взялось, неизвестно. Что находится за ледяной пробкой в конце антарктического коридора, неизвестно. Но лед тает. И в 26-м или 27-м году у человечества впервые за тысячелетия появится возможность получить ответ, если только кто-то не доберется туда раньше и не заберет то, что там лежит.